Всем привет! С вами снова я, Антон Якушев, также известный под псевдонимом Арбуз и Юкуш. Я хотел бы показать вам мое давнее видео, которое я сделал в рамках моего школьного проекта про анимацию, еще в 5 классе. Тогда нам учитель по так называемой проектной деятельности, который также вел у нас историю, дал нам задание сделать проект. Это был январь 2019 года, и, естественно, тогда я решил сделать проект про свою любимую тему, про историю анимации. Правда, я в итоге его и никогда и не показал, потому что на проектную деятельность почему-то потом все забили, и по итогу мой проект оказался ненужным. Я думал выложить тогда его на свой канал, но я стеснялся, поэтому никогда этого и не сделал. Довольно обидно. Но теперь, когда вы знаете весь контекст, можно приступить к самому видео. Приятного просмотра. Неплохо. Что такое анимация? Анимация — это последовательность кадров, создающая иллюзию движения. Но она была еще примитивной и представляла из себя короткие зацикленные мультики. Если перевести это на русский язык, то анимация — это мультфильм. Но давайте ближе к сути. Анимацию делали еще задолго до создания кинематографа, в 19 веке. Но в начале 20 века, после изобретения кинематографа, мультипликация заняла свое место в киноиндустрии как отдельный жанр. Естественно, тогда было очень сложно сделать даже простую анимацию. Для этого требовалось много оборудования и много сил и времени, чтобы сделать даже короткометражный мультфильм. Десятки людей анимировали сцены вручную, при этом анимация еще была черно-белой. Только в 30-х годах распространилась цветная анимация. Наступил золотой век анимации, жанр процветал, такие гиганты как Warner Bros., компания Walt Disney и многие другие начали выпускать не только короткометражные анимации, но еще и целые хронометражные мультфильмы. Не будем забывать, что мультипликацией в то время все еще занимались в основном только большие компании. Но в 90-х начала распространяться компьютерная графика и множество программ для облегчения создания анимации. Про последнюю мы поговорим чуть позже, а теперь о 3D-анимации. Вообще компьютерная графика появилась еще в 70-х. Посмотрите на эту анимацию, которую сделали в СССР, которую вычислили на вот такой вот махине. Вряд ли бы я себе дома ее держал. Кстати, если подумать, то для того времени у них неплохо получалось. Но пришли компьютеры и захватили мир. Мир технологий, естественно. И тут уже появились программы, интернет, и в целом они сделали анимацию более доступной как деятельность. И когда появляется больше возможностей, появляется больше людей, которые могли бы этими возможностями воспользоваться. И вот после маленьких короткометражек выходит много хронометража. Наконец, к концу нулевых анимация достигла пика своих возможностей, когда все стало максимально легко и доступно, и почти каждый имеющий компьютер человек может создать свою 2D или 3D анимацию. Мы же рассмотрим нынешнюю 2D мультипликацию. Итак, как же сделать мультфильмы, или как их в простонародье называют мультами? Легко. Для этого нужна программа и хотя бы средние навыки владения компьютером и рисованием. Я использую программу Adobe Animate для создания анимации и Sony Vegas для монтажа. Это я сделал за 10 минут, и, естественно, анимацию можно сделать еще более качественней. Например, вот мои недавние работы. It's a Christmas tree. Either in Christmas. О, здорово. И теперь именно ты можешь сделать что-то подобное. И так же, как я, превратить с анимации из чего-то подобного в подобное. Спасибо за внимание.